Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим самый вкусный, какой я пробовала в моей жизни, мясной пирог. Невероятное слоеное бездрожжевое тесто на кефире готовится мгновенно, а начинка сочнее любого чебурека. Этот пирог настоящая находка. Моя свекровь готовит такой уже 10 лет, а я жалею, что не знала этот рецепт раньше. Готовьте сразу два, ведь съедается он мгновенно. Из этого количества ингредиентов получается один большой пирог весом 2,5 килограмма. Не забудьте сохранить этот уникальный рецепт. Он сочный. Это что такое? Итак, начнем приготовление. В первую очередь приготовим слоеное тесто. Миску просеиваем 450 грамм муки. Дальше 250 грамм замороженного сливочного масла натираем на крупной терке прямо в муку. И периодически окунаем масло в муку, так будет легче натираться. Прямо с морозилки, оно должно быть полностью замороженным. Все это для того, чтобы тесто было хорошо слоеным, слоистым таким. Это то, что нужно для этого пирога. Вот такое вот замороженное масло получается. Дальше нам нужно перетереть муку с маслом в крошку. Все крупные частицы перетрутся, и будет такая однородная крошка. Можете, конечно, брать и маргарин, но я советую сливочное масло, можно и 72% жирности, потому что маргарин, сами знаете, из чего делается. Все делаем быстро, чтобы масло не успело растаять. Все, вот такая вот крошка должна получиться. Главное, большие куски масла поразбивать и все перетереть. Дальше в 250 мл холодного кефира, у меня 2,5% жирности, можете брать любой жирности. Добавляем 1 чайную ложку соды, 5 граммов. Высыпаем соду, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Сода погасится кефиром и вступит в реакцию. Сейчас увидите, пена появится. Видите, уже такая воздушная получается масса. Все, пошла реакция, выливаем в тесто. И сразу же замешиваем. Сначала ложкой, а потом рукой. Еще раз повторюсь, делаем все максимально быстро, чтобы масло не растаяло. Это очень сильно повлияет на его слоистость. Все, ложкой неудобно, дальше буду рукой. Ничего не вымешиваем, просто все собираем в ком. В однородный такой вот ком. Все, тесто собрали в ком. Вот такое вот оно однородное. Уже чувствуется, как масло начинает таять, но мы не дадим его растаять. Мы сразу же кладем в пакет и отправляем в морозилку на 1 час. Если совсем у вас нет времени, можно на полчаса. Дальше для начинки нам понадобится 500 грамм лука, 700 грамм картофеля и 700-800 до 1 килограмма мяса. У меня здесь свинина и телятина, но можно использовать курицу, желательно куриное бедро. Берем большую миску, в которой будем смешивать всю начинку. И дальше нарезаем все меленькими кубиками. Лук можете и покрупнее, если любите. Я люблю, когда он меленький. Вот такими вот кубиками нарезаем лук. Не плачем. И высыпаем в миску полкилограмма лука. И нарезаем картофель мелкими кубиками. Примерно сантиметр на сантиметр. Можно мельче, можно больше, как вам нравится. Если не любите сильно чувствовать картофель, тогда можете добавить 500-400 граммов, а больше мяса, как вам нравится. Здесь можно уже манипулировать и играться с количеством начинки. И высыпаем картофель к луку. И чтобы картофель не потемнел, сразу перемешиваю с луком. И дальше нарезаем мясо. Все точно так же, мелкими кубиками. Примерно полсантиметра на полсантиметра. Для этого пирога можно пропустить мясо через мясорубку. Но это уже как вам нравится.
Кому-то нравится кубиками, кому-то через мясорубку. Мне очень советовали кубиками именно. И нарезаем вот такими вот кубиками. Или даем кому-нибудь нарезать. Высыпаем мясо к картофелю и луку. Добавляем соль по вкусу. У меня здесь примерно 2 чайных ложки соли. И черный молотый перец по вкусу. Я добавлю 1,5 чайных. Можете по вкусу добавить еще копченой паприки или же какие-то пряные приправы, если любите. Можно оставить начинку в таком виде, а можно добавить еще 2 столовых ложки домашнего майонеза. Так как свинина и телятина, они такие суховатые, постные, тогда я добавляю либо растительного масла можете добавить, либо лучше домашнего майонеза. Но можно его и не добавлять, если вам достаточно сочности. Лук даст очень много сочности, насыщенности, но майонез только усилит еще больше вкус. Добавляем 2 столовых ложки майонеза. И теперь все хорошенько перемешиваем. И дальше, если хотите, можете еще добавить 30-50 мл холодной воды. Это также для сочности. Я добавлю 30 мл. И еще раз перемешиваю. Теперь этой смеси, начинки, нужно постоять хотя бы полчаса, чтобы мяско, картошечка, все хорошенько промариновалось. Тогда вкус пирога будет совсем другой. Как шашлычок промаринуется и будет очень вкусно. И оставляем минимум на 30 минут для того, чтобы хорошенько начинка промариновалась при комнатной температуре. За это время стабилизируется тесто и уже промаринуется хорошенько начинка. Прошел ровно час в морозилке теста было и полчаса в мариновке начинки. Тесто такое хорошо примороженное получается. Вот такое вот. Слегка припыляем стол мукой. Рассчитывайте примерно 50 грамм на то, чтобы формировать еще было удобно. И слегка обминаем тесто, чтобы оно стало мягче. Так, я разделяю сразу его на 2 части. Одну часть побольше, это будет основа, а одну часть на верхушку. Вот так вот. Это основа, это верхушка. И та, что на верхушку, я убираю в холодильник, чтобы масло не начало таять. И часть для основы сначала обминаем. И дальше раскатываем в тонкий пласт теста. Я буду готовить вот в таком вот противне, поэтому вот примерно вот такой вот пласт раскатываем, но учитывайте на борты и на то, чтобы защипить края пирога. Раскатываем тесто в тонкий пласт, старайтесь побольше, чтобы было на борты у вас хватило теста, и максимально тонко. Перекладываем на противень. Вот такое вот тесто получается. И вот так вот. Противень я застелила пергаментом, можете просто смазать растительным маслом. По уголкам, где не хватало, я еще добавила тесто. И пока будем раскатывать крышку от пирога, основу убираем в холодильник. И вторую часть поменьше раскатываем точно в такой же тонкий пласт, чтобы хватило накрыть весь пирог и защипить все края. Когда раскатали верх, который будем накрывать пирог, достаем основу. И высыпаем туда всю начинку. Раскатывайте тесто максимально тонко, насколько позволяет тесто. Я раскатала в 2 мм. Тесто очень хорошо раскатывается, но, конечно же, если вы будете долго все раскатывать, масло начнет потихоньку таять, и оно в самых тонких местах может начать надрываться. Но даже если вы долго раскатывали, потом скрепляли и чувствуете, что тесто уже хорошо нагрелось, не бойтесь, пирог все равно получится слоеным и очень вкусным. Все распределили и накрываем тестом вверх. Точно так же тонко раскатали. И где сильно много теста, можете переклеить там, где не хватает. Ничего страшного. И дальше нам нужно соединить 2 части теста. И вот таким вот образом закрепляем. Скрепляем.
Старайтесь все делать быстро, чтобы сильно тесто не начало плавиться в нем масло, потому что оно слоеное. И дальше взбиваем одно яйцо и смазываем весь пирог. Он приобретет такой красивый блеск во время выпечки. Вот так вот хорошенько смазываем. У меня почти целое яйцо ушло на весь пирог. И бортики не забывайте. И последний штрих, это в центре нужно сделать отверстие небольшое. Вот такое вот. Вот такая вот красота получается. Разогреваем духовку на 180 градусов и отправляем на 40 минут. Ну что, прошло 40 минут, и пирог готов. Посмотрите на эту красоту. Я еще кунжутом посыпала прямо в духовочке. Мне очень хотелось с кунжутом этот пирог. И сейчас ему нужно дать отдохнуть. Накрываем полотенечком и даем ему немного приостыть и как бы прийти в себя. Ну что, пирог уже немного остыл, но он еще горяченький. Он пахнет попкорном сырным. Вау! О, чисто попкорн. Пирог я выпекала 40 минут, и в выключенной духовке я его оставила еще на 5 минут. За это время идеально приготовилось и картофель, и мясо, и тесто. Если видите, что пирог начинает сильно прижариваться, тогда снижайте температуру на 170 и допекайте. Когда пирог уже немного остынет, он будет намного лучше держать форму, чем горячий. От себя могу отметить, что картофеля идеально добавлять не больше 500 грамм, а мяска можно и килограмм 200. Нам мясо понравилось нарезанное кубиками, но ребенок сказал, что лучше бы, если бы был однородный фарш. Но тут уже на любителя. Я хочу уже поесть. Ну что, пирог уже готов, давайте попробуем. Как же я это ждал! Так ешь уже скорее, раз ждал так. Это что такое? Он прям сочный такой, как чебурек. Похоже на чебурек. И что-то похожее на мясную какую-то булочку. Честно говоря, он уже в духовке настолько пах, что просто невозможно. Смотрите, какое слоеное тесто сверху. Прям аж такие вот слои разделяются. Все вот это благодаря этому холодному маслу. Вот. Классное. Пробуем. Он сочный, он просто вот аж сок течет. Смотрите, капает. Прям сок. Можно выпивать с пирога. Очень вкусный, очень сочный, прям супер сочный. Очень-очень вкусно. Этот пирог невозможно кусать маленькими кусочками. Уж простите. Мне напоминает он что-то вот самсу, даже отдали какой-то даже чебурек. Вкус невероятно вот такой сочный, нежный, насыщенный. Много картофеля, но он здесь вот, ну, очень классно гармонирует с мяском, с луком. Это тесто слоеное. Ну, я не знаю, вкус просто волшебный. Вкусный он и в холодном виде, и в теплом виде, и как перекус, и к чаю. Ну, просто невероятный пирог. Несмотря на то, что мы раскатали тонко внизу, он все равно держится очень хорошо. То есть он не разваливается, все крепенько держится, несмотря на то, что он еще такой горячковатый. Остынет он еще больше, еще лучше стабилизируется. Конечно же, дайте начинке промариноваться. Вот когда она промаринована, вот полчаса, час, вкус, даже, знаете, как немного шашлыком напоминает такой вот в духовке.
там вот эти вот бортики, все оно потом подходит и стабилизируется. Где-то какие-то дырочки, может, в пироге. Ничего не переживайте. То оно в процессе потом поднимается, в процессе выравнивается, стабилизируется. Получается однородный, красивый вот такой вот румяный пирог. Очень красиво и очень вкусно. Так что, друзья, искренне рекомендую к приготовлению. Это очень вкусный мясной пирог. Понравится, наверное, ну не знаю, каждому, а мужчинам так в первую очередь. Так что готовьте, радуйте своих близких. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Может быть, поэкспериментируйте с начинками, но здесь тесто шикарное, начинка шикарная, здесь ну, все прям органично. Поэтому дополнений этот пирог вообще не требует. Всем огромное спасибо, кто досмотрел нас до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Всем пока!